Добрый день. Меня зовут Ермаков Сергей. Я практикующий психолог, исследователь, поэт, автор и разработчик природно-ориентированной психологии и психотерапии. Если хотите узнать подробнее, что это такое, в описании к видео есть ссылка. Обязательно переходите и посмотрите. В прошлом видео, посвященном теме секса и сексуальности, мы поговорили о мастурбации и просмотре порно. А сегодня обратимся к теме размера полового члена мужчин. Вот этот вопрос порой оказывается настолько экстремально важным, что в буквальном смысле ломает людям жизни. Причем важность это проявляется как для мужчин, так и для женщин. Поэтому самое время об этом поговорить. Существует жесткий стереотип, связывающий физический размер эрегированного члена с мужественностью мужчины и способностью доставить удовольствие женщине. На самом же деле и то, и другое – это выдумки, не имеющие связи с реальностью. Прежде всего нужно запомнить, каким бы ни был размер члена, он не сделает мужчину более или менее мужественным в каких бы то ни было критериях, аспектах жизни, будь то биологических или же социальных. Не говоря уж о том, что как таковой размер члена не влияет на возможность доставить удовольствие женщине. Почему не влияет? Для более полноценного понимания этого момента, конечно, важно знать полноценную анатомию мужских и женских половых органов. Но если все свести к простому выводу, то как член имеет ограниченную длину, так и влагалище имеет ограниченную глубину. Можете, конечно, не верить мне на слово и проверить эти данные, но среднемировой размер члена составляет 15-16 сантиметров. А если говорить точнее, то в России это 13,2 сантиметра, в Беларуси 14,6, в Украине 13,9, в США 12,9, в Великобритании 13,9. И это не просто так. Такие физиологические параметры мужчин абсолютно коррелируют с аналогичными данными, касающимися глубины влагалища женщин, которые в состоянии возбуждения составляют все те же 15-16 сантиметров. Ссылку на таблицы средних размеров длины пенисов и глубины влагалища я оставлю в описании к видео, и если интересно, проверьте, посмотрите. И вот если у мужчины член значительно длиннее 15-16 сантиметров, то, во-первых, это означает, что эту длину все равно невозможно реализовать полностью, то есть ввести его внутрь целиком. Во-вторых, излишне большой член вызовет скорее физический дискомфорт и, возможно, даже болевые ощущения у женщин, нежели даст ей дополнительное удовольствие. А если настойчиво вводить большой член внутрь, то можно попросту повредить матку, например. Более того, уж если говорить о каком-то возможном влиянии характеристики члена в плане доставления женщине удовольствия, то куда больше может иметь значение его ширина, нежели длина. Вот влагалище – это мышцы. Когда член входит внутрь, то он оказывает давление на стенки влагалища. И эффект получения удовольствия в процессе секса женщина испытывает не столько от глубины проникновения, а именно от давления на стенки влагалища. И еще одним доводом, разрушающим миф о важности размера члена, является простой факт, что вот во время мастурбации женщина может испытать полноценный оргазм, используя всего лишь палец руки, который и по длине, и по ширине в любом случае уступает даже весьма себе скромному по данным параметрам мужскому члену. И вот в качестве вывода отмечу, что миф о важности размера члена – это порождение современной эпохи, когда людей ведет сильнейший драйвер максимизации и стремление к крайностям, в том числе в вопросах параметров тела. В данном случае мужского, но и женского это ведь тоже касается просто в других аспектах. И рожденные через вот эту идею крайности, сексуальной фантазии о больших членах, как об источнике истинного удовольствия, формируют изначально искаженные отношения, которое противоречит человеческой анатомии и физиологии. А когда люди сталкиваются с несоответствием секс-фантазии с реальностью, формируются психологические проблематики, которые ведут к невозможности воспринимать себя и людей вокруг адекватно. И если, к примеру, малый размер члена партнера действительно мешает другому партнеру получить удовольствие, то вместо агрессии, отвержения или разрыва отношений можно научить партнера доставлять удовольствие иначе. Проблем-то нет. Вместо акцента на якобы недостатки можно создать контекст совместного исследования сексуальности. Этот вариант имеет смысл, когда речь о постоянной паре. Конечно, если целью знакомства изначально являлся секс, то подобные усилия вряд ли будут оправданы. Кроме того,
стойкое смещение влечения с человека, то есть субъекта, на отдельные его качества и характеристики, то есть превращение его в объект, являются не самым здоровым признаком и иногда может свидетельствовать о расстройстве влечения. Но об этом поговорим в следующий раз. А на сегодня будем разговор завершать. И я благодарю всех, кто досмотрел видео до конца, и напомню, что если вам необходима психологическая помощь, в частности, связанная с вопросами секса и сексуальности, обращайтесь. Я знаю, как и умею работать с данной темой. А под этим видео вы найдете несколько полезных ссылок обо мне. А я желаю вам всего наилучшего и говорю до встречи!